Представьте себе обычный вторник, 66 миллионов лет назад. Мир, утопающий в зелени и рыки гигантов. И вдруг небо раскалывается. Это не просто метеорит, это скала размером с Эверест, летящая быстрее пули. Вход в атмосферу превращает воздух в плазму. Вспышка настолько яркая, что существа за тысячи километров мгновенно слепнут. Удар. Земля содрогается так, будто ее ударили гигантским молотом. В месте падения на полуострове Юкатан порода мгновенно испаряется, взлетая в космос раскаленным стеклом. Ударная волна сносит леса, как сухую траву. Огненный шторм накрывает континенты, сжигая заживо все, что не успело спрятаться. Землетрясение такой силы, что горы буквально рассыпаются в пыль. За несколько минут мир великих ящеров превратился в ад. Но был ли этот удар единственной причиной их гибели? Или планета методично убивала своих хозяев задолго до того, как небесный странник поставил финальную точку? Мир до катастрофы. Каким была Земля в конце мела? Последний меловой период. Если бы вы могли оказаться там, вы бы не узнали свою родную планету. Это был мир, задыхающийся от собственного изобилия и влажного тепла. Континенты, которые раньше составляли единый массив, теперь окончательно разошлись, напоминая гигантские острова, разделенные мелководными и невероятно теплыми внутренними морями. Уровень океана был на сотни метров выше современного, а климат – ровным и субтропическим по всему земному шару. На полюсах не было и следа ледяных шапок. В той же Антарктике, где сегодня царит вечная мерзлота, тогда шумели густые хвойные леса, а по берегам рек бродили ящеры. Это была настоящая эпоха биологического совершенства и одновременно период великого застоя. В лесах, где уже появлялись первые цветковые растения и широколистные деревья, бродили многотонные стада бронированных анкилозавров. В тени гигантских папоротников выжидал своего часа величайший сухопутный хищник в истории – тираннозавр Рекс, венец эволюции плотоядных. Небо принадлежало не птицам, а величественным птеранодонам и кецалькоатлям, чей размах крыльев мог соперничать с небольшим частным самолетом. А в глубинах океанов, прогретых до температур парного молока, патрулировали 10-метровые мозазавры, настоящие морские драконы, не знавшие конкуренции. Но если присмотреться внимательнее, эта идиллия была пугающе хрупкой. Экосистемы конца мелового периода напоминали перетянутую струну, готовую лопнуть от любого прикосновения. За миллионы лет благоденствия динозавры стали слишком узкоспециализированными. Огромные травоядные гиганты стали заложниками своих размеров. Им требовались колоссальные территории и невероятное количество растительности для поддержания жизни. Малейшее изменение флоры грозило им голодом. К тому же планета начала проявлять признаки беспокойства. Дрейф материков менял направление океанических течений, что приводило к постепенному охлаждению океана и более резким перепадам температур между сезонами. Биоразнообразие начало медленно, но неуклонно снижаться. Мир уже не был тем вечным стабильным раем, каким он казался на протяжении предыдущих 100 миллионов лет.
Мы привыкли видеть динозавров на пике их величия, но на самом деле они уже стояли на краю пропасти, даже не подозревая об этом. Их главная сила, их массивность и доминирование превратилась в их главную уязвимость. Планета начала менять правила игры, и те, кто привык побеждать грубой силой и гигантизмом, оказались в ловушке собственной специализации. Великая эпоха подходила к концу еще до того, как в небе зажглась первая искра катастрофы. Теория номер 1. Астероид Небесный Палач. Долгое время ученые искали того самого убийцу, который смог в одночасье погубить хозяев планеты. И в конце 80-х мы его нашли. Скрытый под сотнями метров осадочных пород и водами Мексиканского залива, кратер Чиксулуб стал живым памятником глобальному апокалипсису. Эта воронка диаметром 180 километров. Самый страшный шрам на теле Земли, оставленный в день, когда время для динозавров остановилось. 10-километровая каменная глыба, летевшая со скоростью 20 километров в секунду, врезалась в мелководный океан. Энергия этого удара не поддается человеческому воображению. Она была эквивалентна взрыву миллиардов атомных бомб, подобной той, что была сброшена на Хиросиму. Это не был просто взрыв в привычном понимании. Это был мгновенный пробой атмосферы и коры. В месте падения порода превратилась в газ, а в радиусе 1000 километров все живое испарилось в первые же секунды. Удар вызвал колоссальные цунами высотой в сотни метров, которые, подобно движущимся стенам из воды и грязи, перепахали побережья всех континентов, занося морских обитателей далеко вглубь суши. Но самый кошмарный сценарий развернулся в небесах. От удара в стратосферу взлетели миллиарды тонн раскаленного стекла, пыли, сажи и серных соединений. Возвращаясь на Землю, эти раскаленные частицы превратили небо в гигантский гриль, поджигая леса по всему миру. А затем наступила тьма. Поднятая пыль и сера окутали планету непроницаемым саваном, отражая солнечный свет обратно в космос. Наступила ядерная зима без ядерного оружия. Температура на поверхности упала на 20, а местами и на 30 градусов. Мир погрузился в ледяные сумерки на долгие месяцы, а по некоторым оценкам и на годы. Без солнечного света остановился процесс фотосинтеза. Растения, служившие фундаментом жизни, начали увядать и гибнуть. Вслед за ними пришел черед травоядных гигантов, чьи колоссальные тела требовали сотен килограммов свежей зелени ежедневно. Когда погибли последние гадрозавры, голодная смерть настигла и великих хищников. Пищевая цепочка, выстраиваемая миллионы лет, рассыпалась как карточный домик. Астероид стал тем самым беспощадным триггером, который запустил мгновенную перезагрузку биосферы. Однако современные палеонтологи все чаще задаются вопросом: могла ли даже такая катастрофа быть настолько избирательной? Неужели один, пусть и невероятно мощный удар, смог бы стереть с лица Земли доминирующий класс, процветавший во всех уголках света? Или астероид просто нажал на курок на пистолете, который уже был приставлен к виску динозавров самой природой? Теория 2. Вулканизм, пламя из преисподней. Пока одна смерть на огромной скорости неслась из бездонных глубин космоса, другая, не менее страшная, уже тысячи лет рвалась наружу из раскаленных недр самой Земли.
Задолго до того, как роковой астероид пересек орбиту Луны, на территории современной Индии начался настоящий геологический кошмар, известный сегодня как формирование Деканских трапов. Это не были привычные нам извержения отдельных конусообразных вулканов. Это был глобальный разлом. Земная кора буквально лопалась, как перезревшая кожа. И через гигантские трещины на поверхность под колоссальным давлением изливались миллионы кубических километров базальтовой лавы. Представьте себе территорию размером с добрую половину Европы, которая превратилась в сплошное море жидкого огня, застывающее слоями толщиной в 2 километра. Но лава была лишь видимой частью беды. Вместе с ней в атмосферу выбрасывались чудовищные, немыслимые объемы углекислого газа, метана и диоксида серы. Планету начало лихорадить в безумном ритме. Сначала огромные выбросы СО2 спровоцировали удушающий парниковый эффект. Температура подскочила, превращая джунгли в выжженные пустоши. Затем серные облака начали блокировать солнечный свет, вызывая резкие скачки похолодания и проливаясь на Землю бесконечными кислотными дождями. Эти дожди меняли химический состав Мирового океана, вызывая его закисление. Это был смертный приговор для планктона и моллюсков, фундамента, на котором держалась вся морская жизнь. Сегодня ученые бьются над ключевым вопросом: что же стало решающим фактором? Исследования показывают, что самые мощные фазы извержения в Индии странным образом совпали по времени с падением астероида в Мексике. Существует смелая гипотеза, что удар Чиксулуба породил сейсмическую волну такой невероятной силы, что она буквально прошила земной шар насквозь, сдетонировав мантийные очаги под Индией и превратив просто сильные извержения в планетарную катастрофу. Это был идеальный двойной удар. Небо рухнуло на землю, а земля под ногами превратилась в бурлящий ад. Динозавры оказались зажаты в тисках между ледяным молотом из космоса и пылающей наковальней вулканов. Теория 3. Изменение климата. Великое увядание. Но что если финал эпохи гигантов не был мгновенным всплеском насилия? Теория постепенного изменения климата рисует иную, не менее трагичную картину. Динозавры могли медленно угасать в течение миллионов лет. В конце мезозойской эры облик планеты неузнаваемо менялся. Древний суперконтинент Пангея окончательно раскололся на части, и новорожденные океаны начали диктовать свои условия. Формировались новые пути ветров и мощные морские течения, которые перекраивали температурную карту Земли. Уровень Мирового океана в это время начал вести себя крайне нестабильно. Огромные внутренние моря, которые миллионы лет служили природными радиаторами и смягчали климат, начали отступать. Обнажились гигантские массивы суши, а плодородные прибрежные низменности, настоящие житницы динозавров, попросту исчезали. На смену вечному, ленивому лету пришли выраженные сезоны. Температурные качели стали нормой. Теперь обитателям планеты приходилось сталкиваться с суровыми зимами и затяжными засухами. Палеонтологическая летопись подтверждает этот упадок. За 10 миллионов лет до падения астероида количество видов динозавров начало неуклонно сокращаться. Их мир становился холоднее, суше и враждебнее. Биоразнообразие
Это иммунитет любой экосистемы, и к моменту рокового космического удара этот иммунитет был фатально подорван. Вымирание могло быть долгим, мучительным процессом деградации, в котором астероид стал не единственной причиной, а лишь эффектным и безжалостным финальным аккордом в грустной симфонии угасания жизни. Теория 4. Падение уровня моря, отступающая жизнь. Океаны – это не просто огромные резервуары воды, это настоящие легкие и главный термостат нашей планеты. На протяжении большей части мезозоя огромные пространства материков были затоплены мелководными эпиконтинентальными морями. Но в самом конце мелового периода произошел резкий тектонический сдвиг, вызвавший глобальную регрессию. Уровень Мирового океана начал стремительно падать. Там, где раньше кипела жизнь в теплых лагунах, обнажились колоссальные площади мелководных шельфов, которые под палящим солнцем превращались в мертвые, бесплодные солончаки. Этот процесс нанес сокрушительный удар по морским гигантам. Великие ящеры океанов, грациозные плезиозавры и свирепые мозазавры в одночасье лишились своих привычных охотничьих угодий и безопасных мест для размножения. Их жизненный ареал схлопывался буквально на глазах, но запущенный эффект домино прошел гораздо дальше морских глубин. Изменение береговой линии и исчезновение огромных зеркальных поверхностей воды радикально изменили влажность воздуха и распределение осадков на континентах. Массовая гибель морских экосистем, включая коралловые рифы и планктонные сообщества, привела к мгновенному коллапсу пищевых цепей, которые невидимыми нитями связывали океан и сушу. Птицы и мелкие хищники, кормившиеся у вод, теряли источник пропитания, что запускало волну вымирания вглубь материков. Жизнь на Земле начала сжиматься, теряя драгоценное пространство и превращая некогда единый, процветающий мир в разрозненные, изолированные островки выживания, где конкуренция за ресурсы становилась все более жесткой. Теория 5. Биологические факторы. Невидимая война. В истории Земли часто случается так, что великих правителей губят не падающие звезды, а невидимые глазу микробы. Биологическая гипотеза вымирания гласит: динозавры пали жертвой собственного успеха. С появлением новых сухопутных мостов между ранее изолированными континентами началась хаотичная миграция видов, а вместе с ним и смертоносных болезней. Древние пандемии, вызванные вирусами и бактериями, к которым у локальных популяций не было врожденного иммунитета, могли выкашивать целые стада за считанные недели, превращая цветущие долины в кладбище гигантов. Но угроза исходила не только от микромира. Добавьте к этому новых, амбициозных соседей – млекопитающих. В то время они были маленькими и незаметными, но обладали важнейшим преимуществом – теплокровностью и высоким метаболизмом. Пока огромные ящеры цепенели в ночной прохладе, эти юркие существа под покровом темноты могли методично разорять кладки яиц динозавров. Для гигантского вида, которому требуется десятилетия, чтобы вырастить одну особь до репродуктивного возраста, систематическая потеря потомства была критическим ударом по демографии. К этой картине стоит добавить эволюционный взрыв насекомых-паразитов. Клещи, кровососущие мухи и новые виды вшей стали переносчиками экзотических лихорадок.
Эта биологическая война велась на невидимом фронте миллионы лет, подтачивая здоровье целых видов. Динозавры не вымерли от одной лишь простуды, но эти факторы сделали их популяцию генетически слабой, измотанной и фатально уязвимой перед лицом тех глобальных перемен, которые уже маячили на горизонте. Теория 6. Космические факторы. Тихие убийцы из бездны. Когда мы ищем причины величайших катастроф, наш взор часто обращается к небу. Но некоторые ученые призывают смотреть гораздо дальше Солнечной системы. Что если судьба динозавров была предрешена в глубоком космосе? Существует гипотеза, согласно которой Земля в конце мелового периода могла попасть под жесткое облучение от близкого взрыва сверхновой звезды. Всплеск гамма-излучения невероятной мощности способен за считанные месяцы буквально выжечь озоновый слой планеты. Без этой хрупкой защиты все живое на поверхности оказалось беззащитным перед смертоносным ультрафиолетом Солнца. Это не убило бы всех мгновенно, но запустило бы процесс тотальной деградации флоры и фауны. Другой сценарий рассматривает невидимую броню самой Земли. Магнитное поле планеты – наш главный щит от солнечного ветра и галактических лучей. Но геологические данные указывают, что в истории Земли случаются периоды инверсии или резкого ослабления этого поля. Если в момент экологического кризиса магнитный щит просел, планету захлестнул поток космических частиц высоких энергий. Это могло вызвать лавинообразный рост генетических мутаций, массовое бесплодие и резкое сокращение продолжительности жизни крупных видов. Хотя прямых палеонтологических доказательств звездной смерти пока недостаточно, эта теория служит нам суровым напоминанием. Наша планета – лишь крошечный уязвимый корабль в бесконечном и зачастую враждебном океане Вселенной. Иногда угроза приходит не в виде пылающего камня, а в виде невидимых лучей от далеких звезд, способных переписать историю жизни в любой момент. Синергия катастроф. Идеальный шторм. Правда, которую открывает нам современная наука, оказывается гораздо сложнее и мрачнее голливудских сценариев. Динозавров убил не кто-то один, их убило все сразу. Мы имеем дело с тем, что ученые называют идеальной синергией катастроф. Чтобы понять масштаб трагедии, представьте себе великого боксера, чемпиона-тяжеловеса, который уже измотан изнурительным 20-раундовым боем. У него кружится голова от нехватки кислорода. Он истекает кровью от множества мелких ран. Его мышцы отказывают. Климат лихорадит его тело то жаром, то холодом. Вулканы Индии методично отравляют воздух, которым он дышит, а ресурсов для восстановления сил становится все меньше. Он едва держится на ногах, цепляясь за канаты уходящей эпохи. И в этот момент, когда организм планеты максимально ослаблен, прилетает финальный, сокрушительный удар из космоса – астероид Чиксулуб. Динозавры не были неудачниками эволюции или биологическим тупиком. Напротив, они были невероятно успешны и доминировали на планете в 100 раз дольше, чем существует весь род человеческий. Но они оказались заложниками мира, который буквально трещал по швам. Вероятно, астероид не смог бы полностью уничтожить их, если бы экосистемы были здоровы и пластичны. Вулканы не добили бы их, если бы небо не затянуло пылевой завесой после удара. Каждое событие по отдельности было тяжелым испытанием, но вместе они превратились в
смертельный резонанс. Их погубил не один враг, а чудовищная цепь случайностей, где каждое звено усиливало предыдущее. Это был системный сбой планетарного масштаба, против которого у гигантов прошлого просто не было шансов. После конца. Мир без динозавров, наследники пепелища. Когда спустя десятилетия многолетняя пыль наконец осела, и первые чистые лучи солнца коснулись поверхности Земли, мир стал абсолютно неузнаваем. Это была планета-призрак. Некогда шумные океаны опустели, превратившись в безжизненные соленые пустыни. А великие леса выгорели дотла, оставив после себя лишь слои древесного угля. Над планетой повисла мертвая, звенящая тишина. Больше не было слышно ни громоподобного рыка тираннозавров, ни хлопанья кожистых крыльев птерозавров. Более 70% всех видов животных и растений исчезли навсегда, превратившись в пыль под ногами истории. Но именно в этой жуткой пустоте и могильном холоде выжили те, кто миллионы лет привык оставаться в тени великих господ. Наши далекие предки. Крошечные, невзрачные млекопитающие, чем-то напоминающие современных землероек или крыс. Они пережили планетарный ад только потому, что умели прятаться глубоко в норах, были неприхотливы в еде и обладали великим даром – умением ждать. С исчезновением гигантов, которые подавляли любую конкуренцию, перед этими маленькими выжившими открылись безграничные вакантные места. Освободились экологические ниши, которые ранее были недоступны. Именно та чудовищная катастрофа, ставшая концом для одних, дала единственный и неповторимый шанс нам. Мы должны признать горькую правду. Без гибели динозавров человек, скорее всего, никогда бы не появился на свет. Мы прямые наследники того ужасного дня. Дети катастрофы, воздвигшие свою цивилизацию на костях павших титанов. Философское заключение. Урок исполинов. Динозавры были полноправными хозяевами Земли на протяжении невероятных 160 миллионов лет. Чтобы осознать масштаб этой цифры, представьте, все человечество со всей нашей историей, технологиями и войнами существует лишь краткий миг по сравнению с их эпохой. Они были совершенными созданиями, сильнее, крупнее и несравнимо долговечнее нас. Их господство казалось незыблемым, вечным архитектурным памятником самой жизни. Но эта великая история оборвалась почти мгновенно по безжалостным меркам геологического времени. Судьба ящеров учит нас истинному смирению перед лицом мироздания. Она наглядно показывает, что ни колоссальный размер, ни грубая физическая мощь, ни острые как бритва зубы не могут спасти вид, когда Вселенная внезапно решает изменить правила игры. Мы привыкли считать наш мир стабильным, но эта стабильность лишь хрупкая иллюзия, временное затишье между великими штормами. История динозавров – это не просто пыльные страницы в учебниках палеонтологии или экспонаты в музеях. Это суровое напоминание о том, как стремительно и беспощадно может закончиться эпоха даже самых могущественных существ. Мы должны смотреть в прошлое с открытыми глазами, ведь это не просто хроника гибели. Это предупреждение, адресованное нам, нынешним жильцам этого прекрасного и крайне опасного дома под названием Земля. Если вам было интересно разгадывать тайны прошлого,
Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это помогает нам делать новые видео. А как вы считаете, сможет ли человечество пережить свою собственную глобальную катастрофу, или мы тоже всего лишь временные гости на этой планете? Пишите ваше мнение в комментариях.